Тебе-то первому на шансах начинать. Да там видно будет. Да ничто, Таисия Антиповна, будьте в спокойствии, не продраться вору в город. Да тебе-то первому. Ну, теперь прощай. Прощай, брат. Ты ведь мне теперь брат. Крестовый. Дай-ка я тебя покрещу. Сестра. Ну и хитры вы, Евины дочери. Ой, хитры. Порох-то добрый. Порох ничего. А ты отвечай дельно, ничего. Брось. Что такое ничего? Ты не кричи. А ты знаешь, дурашка, кто я таков? Ты поп? Не кричи, я не тот, чтобы кричать. Храбрый. Да, храбрый. Покажи мне порох. А что ты в порохе понимаешь? Ты поп. И молись. Я инженер, я порохе понимаю. Ты инженер Заморской, а я поп да русской. И кое-что в своей жизни повидал. Показывай, Сильвестр Петрович. Был на шансах, глядел в трубу. Стоят воры, стоят. Делают какие-то работы. Хорошо бы по доле постояли. Небось, меньше их не станет. Их не останет, до нас может прибавиться. Нонче уведомил вологодский архиерей, вышли к нам из Вологды стрельцы с пушками на стругах. Да, при них полковником немец Нобл, а полуполковником Ремезов, вояк храбрый. Везут с собой немало ядер, пороху и всякого вооружения. О как! Не больно-то поспешает этот Нобл. А куда торопиться? Чайно на гулянку и убить могут. Ну да, в тотьме выпьют, в устиге похмелятся. Знаем дорогу, путь-то не близкий. Подай деревянную мису. Ферштетах. Да понимаю, понимаю, дай листок бумаги. Ну, порох добрый, а говоришь ничего. Где тут мои монахи-то? Ишь ты, с копьями, мушкетами. Обучил. Обучил. В Арсенофе у них мужик разумный. Капралом зовем. Подойди. Экой усатый. Табачищем несет. И сал помене. Согнал сал-то. Оно так-то для монаха способнее. Ну, ступай, Чан, ступай. Это в монахи не воротится. Капралом будет, али разбойником. А ты, господин, не обижайся. Больно много среди вас волков. Мне про тебя Сильвестр Петрович хорошо сказывал, да я больно-то верил. Прости, коль обидел. Не хотел. Трудно тебе будет, капитан-командор. Труднее нельзя. Ну, прощай. С Богом.
Может, более не свидимся. С Богом. Поп какой? Поп разумный. Будь спокойствие, Егор. Не гляди, что пусто. По всей реке народ стережет. Нас упредят. Капитан Крыков, небось, сейчас уже и досмотр начал. А может, и воров рубит. Капитан Крыков не раз мне задавал трудные вопросы. Он много думает, этот человек, и много читает. Он много думает, и трудно живется ему на свете. Егор, ответь по правде, нынче, перед баталией. Для какой причины ты служишь нам? Зачем тебе умирать для нас? Деньги ты не слишком жалуешь, не как иные иноземцы. Вы, русские, любите всегда знать, зачем, для какой причины, и что думает человек, когда молчит. Так. Я скажу, русский умный народ, храбрый. Русский человек имеет вот такое сердце. Русский позвал нас. Думает, иностранец будет нас учить. Мы ему дадим много золота. Я инженер. Имею в 1000 раз больше, чем ты, мой начальник. Вот как сделал русский. А что делал он, иноземец? Я пришел в Москву. Пошел к своим. Мне закричали «Виват!» и стали учить, как обманывать вас. Меня учили, как ничего не делать и получать деньги. Много денег. Богатство. Я сказал им, вы воры. И в ту же ночь был поединок. Нет, они не обиделись. Они испугались. Они хотели убрать меня. Я был ранен. Я не говорил правду. Я говорил, напали разбойники. Мне было стыдно. И когда потом я заметил, что русские смотрят на меня недобрыми глазами, я не огорчался. Нет, капитан-командор. Я думал, эти русские уж не такие простаки. Они многое понимают и все запоминают. Запоминаем. И худое, и доброе. Это то слово, которое нужно. Запоминаем. Я хочу, чтобы ты помнил не только про тех, кого держишь сейчас под стражей, но еще про инженера Резена. Это вино дала мне моя мать, когда я ехал к вам. Она сказала, выпьешь его на чужбине со своим другом, земляком. Я пью его с тобой, капитан-командор. Пью в ночь перед баталией. Чего тебе, Таисия Антиповна? Вы мне одно только слово скажите, едино. Что за онега такая, Сильвестр Петрович? А? С пехом Ваня собрался, с пехом ушел. Что за онега? Неужто и вы не ведаете? Не ведаю, Таисия Антиповна. Не ведаю. Сам-то ты своими очами его видел. Видел или не видел? В щель не больно увидишь, а голос его. Я бы не поверил. Мне их не человек говорил, который пилу принес. Говорил, что где
при адмирале Рябов, ну, в холопьях, что ли. Кафтан ему подарили собаки парчевой. Цепи сняли, угощение поднесли. Казначей денег насыпал, мешок. Деденьку повесили изверги, а он, подлюга, за деньги. Попадется, руками порву. Не ори. Чего орешь-то? Заорешь. Тут не так, заорешь. Что за человек, который тебе пилоту дал? А шут его знает. С виду будто наш, русский. А по-нашему говорит коряво. Не все разберешь. Ну, годов ему, может, 25, не более. Взялся ветер. Шведы снимают цикарей. Идут. Ей-богу, идут. Да еще сколько. Эскадра, а чего ж? Рыбаки сказывают, что видели на эскадре лоцмана изменника. Кличут его Рябов. Его чуть было под арест не отдал за воровство. Твой капитан-командор помешал. Вот теперь расхлебывай. Ишь ты, эскадра. Да еще измена. А нам здесь животы складывать. За что? Уйди отсюда, поручик, сделай милость. Что? А то спущу под зад коленом, расшибешься. Это вы ко мне говорите? Вот, теперь ладно. Сами попросят досмотра, али мы стрельнем. Здоровые корабли-то. Воинские, пожалуй. Военный капрал. Воры. Воры и есть. Ну, что ты скажешь? Сами досмотр просить. Может, еще не воры? Воры, капрал, да хитрые. Ну, да и мы не лыком шиты. А ну, пошли. За мной! Как услышишь, поручик, на палубе пальбу, давай с драгунами на выручку. Слышь, Дроздов, я на тебя надеюсь. Надейся, Афанасий Петрович, сделаем как надо. А ну, песню. Запевай. Давай! Вы их купите. Это невозможно. Купите. Они, несомненно, догадываются, что корабль военный, им не захочется умирать. Я знаю их начальника. Поверьте, его купить нельзя. Смотря за какую цену. Нам нужно, чтобы здесь все прошло тихо. Это станет возможным,
если таможенники будут подкуплены, а в крепости нам поверят, что мы действительно негацианты. А лоцман? Что делать с ним? Спрячьте его в канатный ящик. Будет шуметь, наденьте цепь. Это его озлобит. Пусть. И мне зачем встречаться, ничего хорошего из этого не выйдет. Нам будет трудно. Будет трудно драться только холодным оружием. Не такая уж большая работа перерезать дюжину-другую таможенников. Кто идет? Российской таможенной стражи капитан Крыков с солдатами. Прошу в каюту, господин капитан. Шкипер болен. Его царского величества таможенной стражи капитан Крыков с солдатами для производства законного осмотра и опроса постатейного явился. Ввиду флага государства российского прошу встать. Мы старые знакомые, капитан. Прошу отвечать на статьи опроса. Которого государства корабли ваши? И не есть ли вы скрытые шведские воинские люди? Нет. Богом всемогущим клянусь, что корабли-караваны есть суда негацианские. В недужных местах не были. На борту пушек более чем надобно для защиты от морского пирата не имею. Судовые бумаги. Чашечку турецкого кофе ради сырой погоды. Не досуг. Вы будете смотреть товары? Буду. Большая работа, она грозит нам разорением. Ярмарка в скорости закончится, дорого каждый день. В сём году ярмарки нет. Начинайте досмотр. Смотреть со всем прилежанием. За мной. Пошли! Капитан! Капитан, ну стоит ли тратить силы? Здесь сумма большая, чем та, которая может быть объявлена за товары, не обозначенные в списке. Капитан. Он светится. Видишь, где их главный. Он и есть зверюга. Ай, слушайте. Беги, Степан, к поручику и спроси его, палить аль как? Эй, Александр Иванович! Александр Иванович! Ну чё тебе, Смирной? Поручика ищу, нет на вышке. Ищи ветру в поле, сбежал он, собака. Как ж теперь, палить аль нет? Афанасий Петрович приказал, ну и полить. Видно, палить! Берите мушкеты, крюки абордажные, спускайте лодку, пойдем на выручку. Александр Иванович, и мы с вами!
Эй, стой, 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 стой! Они же с корабля лодку заметят, а если заметят, пропали мы. Мужики, раздевайся до исподнего, быстро! Быстро, быстро! Как заберемся по якорной цепи и как заварим кашу, вот тогда с ружьями и мушкетами тебе на лодке идти, понял? Эй, мужики, вперед! Все палят да палят. Помощь не пришла, что ли? Да помолчи ты. Солдаты? Таможенники. Афанасий Петрович бьется. Сколько же в таможне? А шведов? Разве сбежают? Кончили с ними. Больно ты скор. Как же кончили. Криков им еще покажет. Нахлебаются с ним. Раненый небось. А здесь наша земля. Пущай не лезут, не будут ранеными. Вот те и пришли тайно. Как же? Сволочь! Иди, ну! За мной! Так вот ты кому теперь служишь, собачий сын? Назад! Нож себе хитрый завел. И утонул! Капитан-то где? Поначалу вместе били. Он конвой спалил. Потом будто пропал. Так. А погодя опять увидел. Уже без кофтана в кровище. Живой еще? Был живой. Быстро. Капитан свистит! Выручай, ребята! Отыскались. Вот лом, бегите. Пробивайся на бак, там наш. Да погоди ты, Афанасий Петрович, куда? Нельзя тебе. Ишь, какие.
Нет, измены не было. Я знаю, измены не было. Будь надежен, Афанасий Петрович! Афанасий Петрович! Александр Иванович! Александр Иванович, а! Брось, парень, беги. Доплывешь, небось. Передай, как нас с собаками Ханушин бросил. Я тебе велю, слушай меня. Нет. Иди. Открыть пушечные порты. Поднять все флаги флота Его Величества. Более мы не негацианты. Да, Герришаутбенахт. Как вы себя чувствуете? Плохо. 2 пальца правее, и пуля этого безумца уложила бы меня. Этот безумец пытался освободить нашего лоцмана, но Большой Иван предан Его Величеству. У него был лом, чтобы освободиться от цепей, но он не убежал. Вот как? Именно так, Герришаутбенахт. На лоцмана мы можем положиться. Это хорошо. Это очень хорошо. Командуйте поход, капитан. Якорь чист. Якорь чист, Герришаутбенахт! Якорь чист! Якорь чист! Благословение, капеллан. Domine Deus noster qui beate Birgitte Vili tui passione meditanti secreta celestia revelasti da nobis famulis tuis in revelazione gloria tue letantes gaudire per Christum Dominum nostrum. Amen. Довольно. Поход. На местах стоять. К бою иметь полную готовность. Машенька, кисет позабыл, принеси. Прощаемся пока. Чуть только откроется бомбардировка, ребятишек в погреб.
Доброе утро. То-то, что доброе. Тот, что постарше, зимой на дороге на меня с ножом бросился, а другой прибил подлеца амбарщика. А теперь оба тут? При воинском деле? Ну, дело-то еще впереди. Здорово. Ну, здорово. Ты и есть кормщик Лонгинов? А то кто же? Забирайся, тебя князь воевода требует. Чего сбирайся? Едва вошел, сбирайся. Дай хоть ночку дома поспать. С пехом требует. Да на кой я ему надобен? Там узнаешь. Ну? Да куда ж ехать-то? Съезжай, будто на замок заперта. К воеводе требует, чего это? Ну? Так ведь он же едва с моря вынулся. Его шведы вешать хотели. Не пойдешь, батагами выпарю. Господи! За что такая жизнь, Господи! Привез тебе Алексей Петрович рыбака-кормщика. Он видел на шведском флагмане кормщика Рябова. Знает верно, что тот кормщик шведу предался. Сей Рябов капитану командору Иевлеву первейший друг. Ай, Юдина семя, ай, тати, ай, изменники! Думай, князь, думай крепко. Ты-то как? Ты-то что, поручик? Измена. Сдадут Архангельск? Сдадут. А Иевлев, собачий сын, самым ключи вынесет. Ну, ты полегче. Ну? Перед кем сидеть собираешься, Петр? Ну вот. Ну чего кричать-то? Намаялся я. Говори, Чего говорить-то? как изменника Рябова встретил, что слышал. Все по порядку. О, Господи, уж который раз пытают. А толку-то чуть. Будет толк. Капитан просит лоцмана. Давеча Дмитрий, я тебе ничего не говорил. Гурясь тебе молод, глядишь, и выдал бы. Да это и хорошо, чтоб у тебя, видать, было, что нет между нами сговору. Шведы рады, собачьи дети, что заимели кормщика. А у них и думки нет, во что им это все обернется. Понял, на что идем? Понял. Попозже заявись Крумпелю. Советую им поставить побольше парусов. И, имея добрый ветер в корму, проскочим крепость. И не понесем урону. Sir, you have to set more sails. With the wind and the good ship, we must go faster. Он прав. Чем быстрее мы минуем цитадель, тем быстрее завершим поход. Но парусов достаточно. Мы и то многим рискуем. Двина изобилует мелями. Этот лоцман знает каждую. Mr. Pada thinks that it would be very hard to escape so slowly the fire from the fortress. Прибавьте парусов, герр капитан. Но пусть русский знает, если мы сядем на мель, он умрет. Поставят паруса? Поставят. Но велел сказать, коль посадишь на мель, убьют.
Гляди, Егор, идут. И страшно идут. Нашли лоцмана, черт возьми. Нашли. Большой Иван есть наилучший лоцман из всех, кого я знаю. Пусть Большой Иван подружится со старым шкипером, и его жизнь станет прекрасной. Вот то-то ты меня и держишь в канатном ящике, господин шкипер. Но здесь было сражение. Тебя могли убить, Большой Иван. На левой раковине затонувший струк! На левой раковине затонувший струк! Струк, затонувший слева, по носу. Куда не надо, не наскочим. Боязно. Нет, Крыкова жалко, Афанасий Петрович. Все об нем думаю. Жалью море не переедешь. Прямо по борту крепость! Прямо по борту крепость! Прямо по борту крепость! Прямо по борту крепость! Загалдели. Небось, видим. Боцман. Есть, боцман. Хорош у них кормщик, боцман. Смело идет. Такого не сразу отыщешь. Флагман сигналит эскадре. К бою готовьтесь. И мы готовы. Кофе для господина адмирала. К черту! Шел бы ты к борту, что ли? Не добежишь ведь, как поспеет время. А переводить кто будет? Нельзя мне уйти. Сразу схватятся. Сказано, уходи. Ну, московиты в спешке не сняли веки. Тем лучше, черт побери. Надо брать левее. Левее. Так и пойдем. Боцман. Есть, боцман. Фитили запалить. Фитили запалить! Фитили гореть! Готовь пушки. Слушаюсь. Теперь, братцы, недолго. Ну, дядечка, с Богом. Виктория! Господин командор! Они сели на мель! Им ничто не поможет! Их посадил кормщик Рябов. Егор, совершен великий подвиг. А Виктории еще добыть надо, не 2 корабля в их эскадре. Боцман, пали! 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 Быстрей! Растителей! Плыви с ним, я вас догоню! Прыгай, не жди! Прыгай! Опа!
говорите, не слышу! Флаг! Трусов и предателей убивать на месте! К высадке! Вы высадитесь на берег и заставите замолчать эти пушки. Ушлепка. Держи, бери. О, сейчас мы... Подашь, Господи, усопшим рабом Твоим, сотвори вечную память. Шлюпки. Добивайте шлюпки. Добивайте, не пускайте их к крепости. Русского человека ими держать честно и грозно. Эй, помогите! Идите. Пить. Пить. А дядечка где? Какой дядечка? Иван Саватеевич. Это он, что ли, корабль-то на мель посадил? Он. Где он сам-то? Погоди, погоди, отыщется кто дядечка. Крепость. Человек. Вот крепость истинная. Русским людям многим обязаны в баталии. Рябову, Кормщику, Крыкову, покойному. Вот кто крепость. Сильвестр Петрович! Сильвестр Петрович! Ой! Сколько раз я говорил Десфантевису, что воевать с московитами глупо. С ними надо торговать, как англичане. Говорили, а деньги все-таки получали не от англичан. Деньги? Ваш Карл должен меня осыпать золотом за то, что я вам сделал. А мне платят пустяки. Где-то горит. Я тоже чувствую дым. Дверь! Мы горим! Эти варвары хотят нас сжечь живьем! В окно! В окно! Сейчас. Вот так. Спасибо.
следствию мы скажем, что нас хотели сжечь. Так. А сейчас наше место на балу. Понимаете, обожженные мы как герои должны стрелять по шведам. Стрелять в шведов? Когда дело идет о жизни, приходится стрелять даже в родного отца. Пойдем, пойдем, а то опоздаем. Целиться буду я, а вы полите чаще. Пусть все нас видят, все. Господин боцман. Воюем, Таисия Антиповна. Теперь Брандера выпустим. Пожгем его, вора. Люди говорят, кормщиком у них Иван Саватеевич. Так оно? Он и шел. Он, Иван Саватеевич. Ему честь, ему слава вовеки. Он возвернется. Ты верь. Он живой, Иван Саватеевич. Бери людей. Ступай на корабль. Вздымай флаг. Пошли, ребята! Пожгем его, вора! Давай! Вперед! Давай быстрее! Играйте отход! Гера Шаут-Бенах, снимите шлем, русский видит адмирала! Черту! Не бойся, я русский, не швед. Мне надо вашего начального офицера. Помоги мне. Я потерял очень много крови. Не дойти. Иди позови мужчин. Пусть донесут. Жив ли капитан-командор Ивлев? Жив, только ранен. Я тоже только ранен. Скоро буду мертвым. Надо торопиться. Иди. Скажи мне имя
Якуб. Яков. По-вашему. Если вы спасете человека, которого сейчас принесут, ваша судьба облегчится. Якоб? Якоб. Здравствуй, друг добрый. Имела тебе известие от господина Измайлова. Нынче отдохнешь, а завтра поговорим обо всем. Ранен? Предполагаю, смертельно. Я хочу сказать, что имел честь увидеть великий подвиг лоцмана. Слава ему вовеки. Где он, лоцман? Где? Спрыгнул с корабля. Более я его не видел. Слава. Слава. Вот он, Рябов Иван, сын Иванович! Слава! Слава! Честно и грозно. Во веки веков. Мне ехать? Тебе, дружок. Поди к Маре Никитишне, она денег даст. Путь не близкий, коня загонишь, другого купи. Мчись духом. Еще вот что. По пути посети Преосвященного Афанасия. Все расскажи, пусть обрадуется. Пожалуй, к воеводе наведайся. Коли пожелает, пусть он государю отпишет по чину. Да ты слушаешь ли? Слышу. Грязен ты, поизорвался весь. Переоденься, к царю едешь. Что молчишь? Язык отсох! Виктория.
на голову разбит швед. Кончен двор. Вот спасибо тебе, внучек. Спасибо. Теперь и помирать способнее. Воевода оповестил. Сейчас к нему. Только надо с умом. Берегитесь его, дедушки, вреден пес. Более всего, внучек, опасаюсь доброты капитан-командора. На радостях-то махнет рукой на прошлое, а воеводы, дьяки не простят. Оттого и сказываю, чтоб берегся у него в хоромах. А как берегтись-то? Потише будь. Поклонись покруче. Шея-то я чай не сломится. Ну иди, дедушка. Утомился я, лягу. С Богом. Почивает князь воевода. Немощен. Буди, ждать мне нельзя. Еду к Москве с донесением государю. А вот и где, господин поручик. А где же мне быть? Уже как вешать поведут, вспомнишь? Меня вешать? Господин капитан-командор Сильвестр Петрович Ивлев, поздравляю тебя, князь воевода, с великой Викторией! Ивлев и Крыков дружки? Как дружки? Одного поля ягода. Рябов и Крыков дружки. Ну, это мне ведомо. Капитан-командор и Крыков тоже, небось, одним миром мазаны псы. Сии поносные слова, князь воевода, мне слышать непереносно. Я в Москву по делу послан, но должен там быть без промедления. Ты? Я князь воевода. А ты какого роду племени? Роду я простого. Негоже тебе, смерду мужицкому сыну, ехать пред светло государевы очи. Я послан самим капитан-командором. А дай-ка письмо. Вот ты кто таков здесь есть? А таков, что тебе мой приказ в закон. Куда свели коня, воры? Ну, полегче, полегче. До смерти не для чего. Обыщите его, грамота должна быть. Бросьте его в яму, где Лонгинов сидит. Там им вдвоем повеселее будет. Теперь у нас обратного пути нет, князь. Беды бы не было. Хуже не будет. Я сам поеду к Москве. Я обо всем великому государю поведаю. Об тебе на первом месте. Погляди-ка грамотку. Нет ли доносу тайного? Погрей огоньки. Я вот что думаю, князь воевода. Полки сверху идут, так может, те полки тебе еще и послужат. То, что припоздали со шведами драться, так это ж тебе, князь, только на руку. Ну вот, ничего про меня худого и не пишет. Зачем же гонца повязали? Ну почему так глупо? Пропадем ведь теперь. Ну, кому пропадать, так мы еще, князь, поглядим. Нет об нас в письме, так то гонец на словах пересказал. Он для того и послан. Тут дело хитрое. Нам надо думать, как от всего Ивлева отбиться, а? Вот я тоже думаю, как?
А вот как. Надо Ивлева накрепко к Крыкову, к государственному преступнику привязать. Добро, что тут уже помер и голосу подать не может. Надо сделать так, чтобы они государю оба стали лютыми врагами. Он ведь тебе поверит. Самого Азова верит. Надо Ивлева насмерть бить. О. Как состояние больного? Он очень плох. Я подозреваю, что этот ранен есть именно тот человек, которого с таким усердием искали в Стокгольме. Он русский? Несомненно. И поскольку его раны смертельны, ждать милости от господина Ивлева не приходится. Что же делать? У меня есть план. Лодью там толкует господин капитан-командор, будто ты велел дать. Ну, велел так и дать. Ага. Порой приходится идти на риск. Сейчас мы с вами будем в безопасности. А господину Ивлеву не сдобровать. Живее, живее, ребята! Так. Кто из вас полковник Набул? Я. Угу. А ты, стало быть, полуполковник Ремезов. Не сносить вам головы. Князь воевода прознал про ваше пьянство в Устюге Великом. Не по шведскому ли наущению так поздно прибыли. Нынче время военное, за подобное надо казнить расстрелянием. Больно ты скор, поручик. Сначала молоко на губах оботри, да послушай с мое. Насчет молока. Поберегите для князя воеводы. Измена! Везде измена! Вам когда велено было прибыть? Зачем так долго гуляли? Чтобы не прибыть вовремя? Чтобы нас тут разгромили? Город пожгли, а меня, князя, на стол вздернули! Князь воевода, повинную голову меч не сечет. Сам знаешь, каково стругами войска тянуть. Вовсе измучились. 2 судна дорогою потонули. 7 пушек потеряли. За пушки взыщется! Прости, послужим, как прикажешь. Ежели где измена, пошли, мы тех воров скрутим. Ты из каких Ремезовых? Не Савва ли Сергеевича с родственник? Сын, князь, меньшой его. Как бежит время. Меньшой, а голова-то уж сидеет. Ну ладно, садись, потолкуем. Садись и ты, полковник. Неладно у нас. Ох, как неладно. Измена. Воровство лютое. Капитан-командор Иевлев, стольник. Царев потешный, страшно вымолвить. Шведам предался. Он послал в море навстречу шведскому флоту своего человека Рябова Ивашку. И тот Ивашка за шведское золото повел флот на город, дабы корабли пожечь, верфи спалить и Архангельск. Иевлев, сучье семя, принимал цитадели шведских подсылов. А одному воинскому шведу в трубу трубили, барабаны били, что и мне, воеводе, не делается. А он с ним долгое время беседовал,
а потом и глаза ему закрыл, и свечку в руки дал. Так ежели свечу по православному обычаю, может, то и не швед был, а? Молчи и слушай. Которые людишки тайные листы читали, да против воеводы говорили, все Иевлевым выпущены на волю. Для чего так? Чтобы они со шведами нас резали. Поручику Миханошину сам вор Иевлев сказывал, что где предадимся шведу и вывезем на подушке ключи от города Архангельского. Верно я говорю, господин поручик? Так, господин воевода. Висеть ворам в петле. Вам приказываю идти на цитадель, расставить караулы, Иевлева одеть в железы, вора и Вашку заковать и во строк. С вами пойдет сей поручик, ему быть комендантом крепости. Если в цитадели все сделаете по-доброму, забудется и Великий Устюг. Идите. Господин капитан-командор! Дорогой друг, здесь драгун Миханошин и с ним 2 стрелецких начальника, оба чрезвычайно неприступные. На Струга стрельцы из Вологды занимают караулы, командуют тем и требуют вас. Вы и есть бывший капитан-командор Иевлев? Я есть капитан-командор Иевлев. И не бывший, а нынешний и будущий. И не тебе, забывшему присягу, со мной говорить. Отобрать у всего вора шпагу. Понимаете свою, черт возьми! Не надо лишней крови. Высоцкий, отобрать у всего вора шпагу, или не слышал? Назад! Назад! Господин капитан-командор, вручи мне твою шпагу. Прошу, подчинись. Воеводою поднята ябеда. Время рассудит, люди помогут. А из сопротивления же ничего доброго произойти не может. Капитан-командор немощен, и железо на него не одевать. Подать носилки. Ну, легче, легче. Клади его сюда. Господин полковник, вымпел сдымать? Что за вымпел? Вымпел по морскому уставу сдымаем, означающий старший морской начальник здесь. А где старший морской начальник? Вот они, господин капитан-командор на карбусе. Вздымай, коль на карбусе. Женат, господин капитан-командор? Женат. И детей имеешь? Дочек 2. Чего вздыхаешь? Опасаюсь длинному быть делу. Петр Алексеевич тебя знает? Да знает малость. Жалует? Жалует царь, да не жалует псарь. А то еще на Руси говорят, царские милости в боярское решето сеются. Жаль, помер господин Крыков. Посмеялся бы на меня глядячи. Все по его свершилось. Зайдет и солнце, зайдет и красно со высоких да крутых гор. Зайдет красно со
Весь